Вас заставляют вакцинироваться, но вы не хотите. Как законно отказаться от принудительной вакцинации? Какие законные права у вас есть? Также следует учесть, что отказаться от прививки от коронавируса на работе можно, но нужно понимать, что это может повлечь определенные последствия, в том числе отстранение от трудовой деятельности. Но это ваши права, которые необходимо уметь отстаивать. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Отдельно хотим отметить, что данный обзор достаточно серьезный, поэтому для того, чтобы все хорошо понять, рекомендуем смотреть этот выпуск внимательно и до конца. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации гарантированы права каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Согласно абзацу 6 статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации, работник имеет право на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда. Статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе, работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим кодексом и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Б. При выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работникам работы, обусловленной трудовым договором. В. По требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Г. В других случаях, предусмотренных настоящим кодексом или другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы, не допускает к работе, работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим кодексом или другими федеральными законами. В период отстранения от работы, недопущения к работе, заработная плата работнику не начисляется за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом или иными федеральными законами. То есть, если работник отстранен не по своей вине, то заработная плата должна начисляться. Таким образом, Трудовой кодекс ничем не поможет и не защитит работников именно по причине положения этого закона. Однако работник в любом случае вправе ссылаться на наличие у него конституционной гарантии безопасности труда, поскольку понуждение работника к вакцинации от коронавируса, учитывая отсутствие безусловных доказательств безопасности вакцины, нарушает эту гарантию, подвергает риску существенного ухудшения здоровья, может причинить вред любой степени тяжести в виде последующих осложнений. В данном примере мы рассмотрим специфику трудовых обязанностей педагогов, поскольку на педагогов давление оказывается достаточно серьезное. Для других сфер по аналогии. Часть 9 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года номер 273 ФЗ, редакция от 31 июля 2020 года, об образовании в Российской Федерации обязует педагогов проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. Обязанности вакцинироваться данным положением закона не предусмотрено. Вывод. Нарушенные трудовые права педагоги могут восстановить только через суд, однако суд в данном случае вряд ли будет придерживаться указанным принципам иерархии законов и применять положение Конституции РФ в ущерб обязанию вакцинироваться. Суды подчинятся распорядительным указаниям органов власти. Тогда попробуем защититься медицинскими правами. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года номер 157 ФЗ, редакция от 28 ноября 2018 года, об иммунопрофилактике инфекционных болезней, граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных осложнениях, на выбор медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, на отказ от профилактических прививок.
В соответствии с частью 2 настоящей статьи отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть отстранить от работы действительно возможно на основании части 2 статьи 5 Федерального закона номер 157 ФЗ от 17 сентября 1998 года. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Пунктом 12 перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утверждено постановлением правительства РФ от 15 июля 1999 года номер 825, предусмотрено обязательное проведение профилактических прививок для работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Однако перед вакцинацией требуется взять у гражданина информированное согласие на медицинское вмешательство. Часть 1 статьи 41 Конституции РФ регламентирует, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Частью 1 статьи 20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011 года номер 323 ФЗ предусмотрено, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работникам в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Согласно пункту 5 приказа Минздрава России от 20 декабря 2012 года номер 1177-Н, редакция от 17 июля 2019 года, об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства, зарегистрировано в Минюсте России 28 июня 2013 года номер 28924, перед оформлением информированного добровольного согласия лечащим врачом либо иным медицинским работником гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица, указанного в пункте 3 настоящего порядка, предоставляется в доступной для него форме полная информация о целях и методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских вмешательств, включенных в перечень, о последствиях этих медицинских вмешательств, в том числе о вероятности развития осложнений, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. В силу пункта 5 статьи 19 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011 года номер 323 ФЗ пациент имеет право на получение консультаций врачей-специалистов, получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. Согласно статье 23 настоящего закона, граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние. Что касается прививок от гриппа на всякий случай, то часть 2 статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года номер 157 ФЗ решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации, а не директор организации по мотиву на всякий случай. Кроме того, частью 3 Федерального закона от 17 сентября 1998 года номер 157 ФЗ статьи 11 предусмотрено, что профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний. Также ваши права защищает Закон о защите прав потребителей. Согласно статье 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 года номер 2301, редакция от 24 апреля 2020 года, информация о товарах, работах, услугах, изготовитель-исполнитель, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, работах, услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров, работ, услуг перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются правительством Российской Федерации.
Частью 2 настоящей статьи предусмотрено, что информация о товарах, работах, услугах в обязательном порядке должна содержать наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначения. Общий вывод. Работников в сфере образования могут отстранить от работы, мотивировав законность своих действий положениями статьи 76 Трудового кодекса РФ, частью 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года номер 157 ФЗ и пунктом 12 перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденных постановлением правительства РФ от 15 июля 1999 года номер 825. Однако положения статьи 76 Трудового кодекса РФ являются отсылочными. То есть относительно понуждения педагогов вакцинироваться должны отсылать к конкретному нормативно-правовому акту. Трудовые права в медицинской организации защищать явно не станут, и суды бунтовать против намерений органов власти не станут. Поэтому нужно защищать именно медицинские права. Что делаем? Мы пока что видим две основные стратегии действий. Первая – принцип итальянской забастовки, когда требуем все, что полагается по закону. Вторая. Получаем законный медицинский отвод. Стратегия номер 1. Идем в то медицинское учреждение, куда посылает вас работодатель, и подаем 2 заявления на имя главного врача. Подаем под роспись. 2 копии. На вашем экземпляре просим поставить отметку о принятии заявления, обязательно с датой. В первом заявлении мы просим предоставить все документы по прививке и медицинскому учреждению для ознакомления. Во втором заявлении мы просим предоставить информацию о влиянии и безопасности вакцины конкретно на ваше имеющееся заболевание или самочувствие, например, у вас хронический гастрит или аллергия на что-либо, или голова болит или тошнит. Наша задача получить ответ от медучреждения. В реалиях нашей медицины у медицинского учреждения никогда нет требуемых нами документов. Они либо ничего не ответят, что тоже результат, либо ответит отпиской, мол, вы и сами все это можете запросить у производителя. Этот ответ будет незаконным, потому как пациент не обязан искать данную информацию, ее обязано предоставить медицинское учреждение. В случае, если они ничего не ответят, у вас на руках останутся копии заявлений с отметкой об их принятии. После того, как вы подали заявление в поликлинику, вы пишете еще одно заявление на имя руководителя вашей организации, работодателю. Его также подаете в 2 экземплярах. На нашем экземпляре должна стоять отметка о принятии заявления с датой и подписью. Для чего мы все это делаем? Эти действия гарантированно вас не избавят от возможных проблем с работодателем. Вас также могут попробовать уволить или отправить без содержания. Но у вас на руках будут основания для законного отказа. И если вы решите судиться за свои права, то есть большой шанс на то, что суд посчитает ваши аргументы существенными и встанет на вашу сторону. Других вариантов, к сожалению, на данный момент нет. Более гарантированным является вариант получения законного медотвода. Это стратегия номер 2. Итак, стратегия номер 2. Отказ от вакцинации в связи с наличием медицинских противопоказаний, медотвод. Медотвод. Медики, работники социальной сферы и учителя отказываются от вакцинации от коронавируса из-за ограничений по здоровью. Согласно инструкции к препаратам, их нельзя вводить пациенту при беременности, лактации, остром течении респираторной инфекции, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Процедура будет возможна не ранее, чем через 2 недели после выздоровления. Важно, чтобы у человека не сохранялись симптомы респираторной инфекции. Кашель, насморк, лихорадка – верный повод для отказа. Не вводят препарат и при повышенной температуре тела независимо от причин жара. Вакцинация возможна, но нежелательна для лиц с хроническими патологиями почек и печени, тяжелыми эндокринными нарушениями, эпилепсией, ишемической болезни сердца, аллергическими реакциями. На заметку. Заявление на отказ от прививки от коронавируса примут без проблем, если работающий гражданин старше 60 лет. Пожилые люди не прививаются, так как действие препарата на их ослабленную иммунную систему может быть непредсказуемым. Мы постарались выжать максимум для того, чтобы вы знали о своих правах и могли ими пользоваться. Дальше, выбор только за вами. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!